Друзья, всем доброго здоровья! Приветствую вас на канале Медовик. На моем канале есть целый плейлист, который называется «Оборудование пчеловода». И там много различных устройств. И сегодня я хочу вам рассказать о весах. В принципе, об использовании весов и показать вам самые лучшие весы для пасеки, которые я встретил совсем недавно. Хотя очень долго хотел приобрести что-то похожее. Почему без весов практически невозможно обойтись на пасеке? Потому что это источник информации, которую вы можете получить, проанализировать и сделать выводы. Когда начинается медосбор, когда он заканчивается, когда пора откачивать мед, сколько кормов в улье, контроль этих кормов зимой. Весы используются для установки на какой-то контрольный улей, для того, чтобы вы смогли сделать общий вывод о состоянии вашей пасеки. Хорошо, когда есть 2-3 экземпляра этих весов, потому что тогда вы можете поставить на слабую, среднюю и сильную семью. И тогда вся картина будет для вас ясна. В своих прошлых видео я показывал вам электронные весы на базе бытовых весов, которые сделал самостоятельно. Ссылочку оставляю внизу, можете посмотреть. Но у них, конечно же, есть ряд недостатков. Это низкая точность, там очень примерный вес, плюс-минус 3 килограмма. Ну, на самом деле меньше, но точность очень сильно хромает. Также это необходимость обязательно каждый день подходить к ним и снимать этот вес. Ну и вес, и только вес. Сегодня у меня на обзоре GSM весы украинского производителя, весы BeApiary, которые вобрали в себя на сегодняшний день множество функций, обладают рядом преимуществ. Это дистанционные весы, это GSM весы, которые позволяют передавать информацию на любое расстояние при помощи SMS. Установлены они у меня уже, тестирую я их достаточно длительное время для того, чтобы можно было увидеть их достоинства, протестировать, пытаться найти недостатки. Вот так они выглядят. Это основной блок, который находится у меня под крышкой улья на тепленькой подушечке. Позже в конце видео я все подробно покажу, как выглядит. Идут провода, датчик температуры, влажности, модульный блок измерения самого веса с тензометрическими датчиками. Все это занимает абсолютно вот такое небольшое пространство, компактно, никакие провода не висят, никаких соплей нет. Все удобно, осмотру улья не мешает. Достаточно просто взять этот блок, вытащить его, положить на соседний улей, и можно проводить осмотр без каких-либо проблем. Итак, пройдемся по преимуществам. В принципе, GSM весов, как я сказал, это получение информации на любое расстояние при помощи SMS. Это дистанционное использование на кочевке, это дистанционное использование просто вдалеке от пасеки, ваша командировка. Просто вы на работе, и вам интересно знать эту информацию, и необходимо, уехали в отпуск, необходимо знать состояние семьи в целом, не только ее вес. И здесь второе преимущество – информативность, которая показывает температуру улья, причем 2-3 датчика доступных. Это влажность, это атмосферное давление, это различные зависимости, которые можно анализировать и по ним сделать выводы о состоянии семьи и в целом всей пасеки. Оценить погодные условия и оценить качество медосбора, а также получить любую информацию, которая вас интересует. В этом видео я хочу не только рассказать об особенностях GSM весов, а конкретно указать на данную модель весы BeApiary и отметить их особенности, а также сразу же провести анализ с конкурентами. Я давно смотрел на GSM весы. Первое, и что, я думаю, для вас самое интересное, это цена. Я не буду озвучивать конкретную цену на сегодняшний день. Я оставляю под видео ссылки на производителя. Непосредственно производитель будет отвечать на ваши вопросы, какие-то дополнительные вопросы, ваши пожелания, комплектацию, потому что цена зависит от комплектации, сколько каких датчиков вы хотите добавить. Есть также вариант стиль дедушки, когда на этот блок ставится экранчик, и вы можете также подходить каждый день и просто на экране смотреть данную информацию, даже со средним весом, который выводится на экран. Но сразу хочу отметить, цена в 2-4 раза дешевле аналогов, которые предлагаются. И имеют целый ряд недостатков, которые я обнаружил. Первое, что хочу отметить, главным преимуществом данного девайса – это отсутствие каких-то серверов и абонплаты. Все данные измеряются непосредственно в самом улье. Все данные сохраняются во внутренний блок этих весов, они хранятся на самой плате, на флеш-карте и также передаются на ваш смартфон.
Никакой абонплаты не нужно платить, то есть вы не платите производителю за постоянную поддержку сервера. Данные передаются онлайн, каждые, как вы настроите расписание, каждый час или каждые 4-6 часов, причем сразу на 2 номера телефона. Следующее огромнейшее преимущество – это автономность работы. Нет никаких солнечных панелей для питания данных весов, хотя они доступны в комплектации и есть у производителя такая опция установка солнечной панели. Но она здесь просто не нужна, потому что автономность работы составляет от 6 до 12 месяцев в зависимости от интенсивности отправления сообщений и различных других условий. Например, если это зима, морозы, может быть, там и так далее. То есть батареи, реально есть статистика по батарее, где 6-12 месяцев в разных девайсах, в разных регионах батарея работает без вашего какого-то участия, подзарядки. Понятное дело, что пасеку в нормальных условиях вы не оставите на более чем 6 месяцев и всегда сможете приехать с каким-то пауэрбанком, подзарядить данное устройство. Особенностью также аккумулятора работы, на которую производитель сделал огромный акцент, именно энергонезависимость, автономность и энергосбережение. Это как раз таки защита аккумулятора от глубокой разрядки, то есть он не может разрядиться ниже 20%, и данные никогда из-за этого фактора не смогут быть потеряны. Также для этих весов необходимо отметить очень важный момент, это модульность конструкции. Данный блок, датчики, все взаимозаменяемо. Также я в конце покажу, что еще там внизу находится. Все абсолютно можно заменить модульно, блочно, если вы что-то повредили при неправильной эксплуатации или транспортировке. Следующее существенное преимущество – это передача данных по Wi-Fi каналу. Вы активируете устройство, стоя со смартфоном возле него, и можете загрузить всю базу данных с самого устройства в телефон. Это сразу же ответ на вопрос для тех, кто говорит, ну, не хочу тратиться даже на смс-ки. Пожалуйста, вы приехали, активировали устройство, на телефоне увидели всю информацию, скачали базу данных, она автоматически загружается, всплывает окошечко, хотите загрузить данные? Да, хотим, загрузили, и у вас есть данные за весь период от начала эксплуатации данного устройства, за год, полгода и так далее. То есть полностью вся база данных, которая занимает ерундовое пространство в данных, это просто несколько мегабайт. Также по этому Wi-Fi каналу доступны расширенные настройки, их очень много, я не могу на них на всех остановиться, видео получится даже в полчаса не влезет, потому что там есть и тарирование, и обнуление, и учитывание, вы можете определенный вес взять за 0. Например, поставили магазин, сделали это в настройках, если вам так хочется, и вы берете это все за 0 и видите чистые привесы на медосборе в килограммах и так далее. Это установка номеров, 1 номер или 2 номера для отправки смс. Это настройка расписания отправки смс, в какие часы вы хотите получать данные. Следующей шикарной отличительной особенностью и действительно преимуществом является влагозащищенность корпуса IP67. Он не боится дождя проливного, не боится никакой влаги, только топить его в воде, в бассейне непосредственно не нужно. А так никакая влага его не повредит. Прозрачный корпус, все видно. На случай какого-то запотевания, там, кстати, есть специальная подушечка, которая забирает влагу, которой там в принципе быть не должно, ну и не должна быть. Но для такого контроля мы видим прозрачное стекло, чтобы можно было оценить наличие какого-то конденсата или же там чего-то еще. Хотя вряд ли это будет в таком корпусе. Сам корпус довольно прочный, конструкция, есть места для крепления. Если вам так хочется, вы можете его прикрепить и на улей, и на какой-то забор, борт прицепа и так далее. Сам корпус выполнен настолько качественно, с виброустойчивостью, ударопрочностью, что при какой-то, скажем, кочевке, перевозке на улье, на борту прицепа у вас не будет выпадать батарея, которая может там разбить микросхему, не будет ничего отваливаться, все надежно закреплено, приклеено, прикручено и так далее. То есть все эти моменты учтены. Следующее преимущество я специально не считаю, потому что тут можно сбиться со счета. Это простота настроек и простота конструкции. Не нужно ни с чем разбираться, не нужно ни во что особо вникать. Есть подробнейшая инструкция, которая идет в электронном виде. Она постоянно обновляется, добавляются новые функции, новые какие-то пояснения. Все в цветных фотографиях, все четко видно, куда вставлять сим-карту, каким образом, карта памяти и так далее. То есть все те операции, которые вам необходимо сделать. Производитель уже присылает вам с вашими настройками. Если вы не хотите вообще ничего настраивать, вы сообщаете номер симки, которая будет туда вставлена, и он сразу вам все настраивает, и вы просто подложили эти 4 датчика под улей и расставили температурные датчики куда хотите, и работаете, снимаете эти данные и анализируете их.
Хочу здесь также сказать, для меня это очень важно, о дополнительных датчиках. Я выбрал комплектацию с датчиком влажности, давления. Очень интересная информация в плане особенно там зимы, когда мы видим влажность в улье, поднимается она или опускается. Но даже сейчас я делал уже некоторые, так бы сказать, эксперименты, да, наблюдения. Я смотрел, насколько влияет на влажность в улье открытие сетчатого дна, его прикрытие, насколько влажность увеличивается во время медосбора и падает к утру, когда пчелы максимально выветривают эту влагу из улья. Как влияет это на вес улья, плюс-минус несколько грамм. Стоит отметить, что здесь точность идет до 1 грамма. То есть вам доступен килограмм и еще 3 знака после запятой. То есть до грамма вы видите эту точность. Ну, понятно, что она такая точная не нужна, 5-10 грамм плюс-минус. Но я вижу конкретные изменения веса. Даже вот прилетели все пчелы, я могу анализировать количество пчел, которые вылетели на медосбор, сколько их в килограмме, а значит в численности. Тем самым оценить эту семью, как я же могу и под разные семьи поставить. Сегодня под одну, под другую, смотря какие цели мы преследуем. Или иметь таких 2-3 устройства. И таким образом мы можем собирать информацию хоть для диссертации научной, потому что действительно этих данных достаточно. В дальнейшем можно еще поставить микрофон и слушать пчел, и получится уже искусственный интеллект, который будет анализировать их поведение и говорить о том, что и это все здесь есть, все эти возможности, функционал. Особенной такой огромной красной жирной линии хочу подчеркнуть, что данный производитель этих GSM весов BioApiary работает каждый день над их совершенствованием. Этим весам всего 2 года, но они уже имеют огромный шикарный потенциал и функционал. И он продолжает над ними работать. Постоянная поддержка техническая, любые вопросы. Это все возможно. Постоянные обновления программного обеспечения, которые выкладываются на сайте производителя и доступны сразу же, буквально, ну, не нужно их ждать, пока они появятся на маркетплейсе, Google Play там, и так далее. Производитель на сегодняшний день собирает ваши отзывы, пожелания, замечания по поводу конструкции, еще чего-то, и может вносить изменения в работу самой программы. Самым большим преимуществом и достоинством является наличие приложения в смартфоне. Когда мы заходим в меню данного приложения, мы видим очень много полезной для нас информации. Это информация за 24 часа. Нажимая эту кнопку, мы можем получить 2-3 дня и так далее, сколько будем нажимать. Отдельно можно выводить 7-14 дней, 30-60 дней, 90 и так далее. Кроме того, на экране мы видим непосредственно вес улья на последнюю дату и время снимания этих данных, видим среднее значение, точнее разницу между этим же значением в прошлое такое время за сутки. Также мы видим динамику, минус или плюс всех этих параметров, как вес, 2 температуры, давление, влажность и сама батарея. И кроме того, мы можем, это является просто, ну, огромным, я даже не знаю, как сказать, это не просто плюс, это просто вещь, от которой лично я балдею. Это графики, которые здесь доступны. Они имеют массу полезной информации. Кроме того, имеют определенный анализ для вашего удобства. Могут показывать вам разницу как за сутки, так и за несколько дней. Внизу шкалы это все отображается. Также есть значение, если мы видим по температуре, мы видим среднее значение температуры. По весу видим минимум-максимум. Можем наклацать за несколько суток и посмотреть красивые графики, как выглядит медосбор за несколько дней. Изменение влажности в улье также за любой период. И множество других параметров, которые здесь доступны. Сразу хочу отметить, что я рассматривал многие интерфейсы других производителей. Ну, честно говоря, там вообще они какие-то больше для компьютера доступны, а те, что в телефоне, но это ужас. Там графики, по которым вообще нельзя сделать никаких оценок. Здесь же, если я нажимаю пальчиком, просто прикасаюсь к экрану, к контрольным точкам, у меня выпадает вот такое всплывающее сообщение, флажок, где написано дата, время и вес. Дата, время, температура, дата, время, влажность и так далее. То есть абсолютно все такие вот подсказочки, контрольные точки, любую точку графика я могу расшифровать. Я могу ее раздвигать, сдвигать. Я забыл, как называются эти функции. Перемещать график, увеличивать диапазон и смотреть за любой промежуток времени этот медосбор. То есть, если вы приедете ко мне на чай осенью, я вам смогу показать, какой классный у меня был медосбор в этом году при плюс 6 градусах и минус 1 килограмм. Ну или когда пчелы при плюс 10 умудрялись собрать плюс 300 грамм с цветущего рапса. Такие данные тоже есть. И признаться честно, я не рассказал, наверное, и 50% того функционала, который здесь есть, потому что действительно возможностей очень много. Это
сообщения аварийные, например, изменение веса, там улей сдуло ветром или его унесли злоумышленники. Сразу же приходит смс о том, что у вас там 0, то есть улья нет на весах. Кроме того, есть возможность подключить охранный датчик к этому девайсу. Все зависит от ваших желаний и комплектации. Переходите на сайт производителя. Вот также у производителя есть YouTube-канал, на котором представлены непосредственно ролики по настройке, по различному функционалу, каким-то еще графикам, пользованию, настройкам и многим-многим другим моментам. Там есть достаточное количество видео, также будут обновляться. Заходите, смотрите. Номер телефона производителя под этим видео, сайт, объявление и также ссылочка на YouTube. Ну и если кто-то заинтересовался, возможно, из научных сотрудников, которые там занимаются диссертациями, научными работами, я знаю, что для этого необходим массив данных. И вот в данном случае эти весы способны записывать этот массив данных в 3 вариантах: файл Excel и еще там 2 формата файла. Так вот, с этими данными можно работать в табличном виде. Вы можете вытянуть эти данные за любой период, год, 2 года, сколько вы пользуетесь. Можете у кого-то попросить даже такую статистику и посмотреть все параметры в динамике, построить графики, диаграммы, все, что вас интересует. Ну и сейчас я вам покажу, как непосредственно установлены датчики для тех, кто заинтересовался, и чтобы вы просто имели представление о том, насколько это просто и надежно. Вот так непосредственно выглядают измерительные пластины, температурный датчик на улице с северной стороны, для того, чтобы на него солнце не светило в течение дня, показывает температуру на улице. 2 измерительных устройства веса здесь, тензометрические датчики, и 2 с этой стороны. Здесь находится коммутационный такой промежуточный блок весового устройства для тензометрических датчиков, и под самой крышкой улья находится уже непосредственно блок основной. В основной блок подключены датчики. Есть вот такая вот антенка для усиления GSM сигнала сети. Здесь мы можем увидеть, под пленкой стоит датчик влажности, давления, и он же датчик температуры. Ну, еще один я пока временно датчик просто положил, второй датчик температурный положил вот сюда на саму клеенку. Впоследствии его можно разместить хоть даже в другой улье, хоть просто измерять внизу улья, вверху улья и так далее. То есть вариантов множество. Вот так вот выглядит основной блок. Снимаем крышечку, видим все, что здесь есть. Таким образом обеспечивается фиксация самого аккумулятора. Вот она непосредственно карта памяти и симка. Все довольно качественно собрано, закручено винтами. Есть специальный корпус, резиночка. Все это влагозащищено, доступ. Значит, крепление. И вот так обозначено место активации самого устройства при помощи магнитика. Есть специальный магнитик, который шел в комплекте. Я забыл, в какой именно своей пчеловодческой куртке его забыл. Взял вот такой мебельный, первый попавшийся под руками, и оставил уже его под крышкой, чтобы не терять. То есть, поднося магнитик к этому месту, мы активируем устройство и уже можем с ним непосредственно работать. Всех благодарю за внимание, за то, что досмотрели до конца. Желаю вам мира, здоровья и информативности от ваших ульев в виде множества параметров. Всем пока!